Предыдущие и следующие видео по вязанию этой скатерти вы можете найти по ссылкам в описании к этому видео. Теперь приступаем к 108 ряду. Выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом незавершенный. В эти арки групп мы будем выполнять точно такие же группы, только будет между ними не 5 воздушных петель, а 3. Первую группу выполним, а вторую группу выполним в конце ряда. Итак, еще 2 столбика с одним накидом незавершенный сюда же, в эту же арку. То есть выполнили 2 воздушные петли подъема и еще 2 столбика незавершенные. 3 петли на крючке, все вместе их провязываем. Теперь выполняем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот это мы пропускаем и сразу в арку следующей группы, в арку 5 воздушных петель, выполняем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Три воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же, в эту же арку, выполняем такую же группу. 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. И в эту арку из 5 воздушных петель выполняем столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. И в следующую арку из 5 воздушных петель выполняем также 2 группы из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной и между ними 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И группа из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной сюда же, в эту же арку. Вот так у нас получается. Теперь у нас по рисунку опять 12 воздушных петель. Вот это мы пропускаем всегда. 12 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Пропускаем. И в следующую арку из 5 воздушных петель между группами выполняем 2 группы из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной и между ними 3 воздушные. 1, 2, 3. И 3 столбика с одним накидом с общей вершиной сюда же, в эту же арку. Теперь опять 3 воздушные. 1, 2, 3. В арку столбик без накида. Опять 1, 2, 3. В следующую арку выполняем 2 группы из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной, между ними 3 воздушные. Сейчас я вам еще покажу, сколько у меня пряжи осталось. Все, далее у нас опять 12 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть вот такой наш раппорт. Вот это мы пропускаем. Вот так. Таким образом вяжем ряд до конца. Вот смотрите, что у меня осталось от 3-го мотка. То есть здесь у меня уже 3000 метров, 3 километра. Это получается, я потратил уже 450 грамм пряжи. Думал, вложусь в 3 мотка, но нет. Чуть-чуть я все-таки сейчас еще придется добавлять из 4-го мотка, но будет немножко, потому что нам осталось всего лишь 2 ряда. Вот этот 108 и еще один 109. И все, на этом наше вязание завершится.
Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот я подхожу к завершению 108 ряда. Я выполнил последние наши вот эти две группы. И вот передо мной арка из 5 петель предыдущего ряда и наша первая группа. Сейчас мы сюда добавим вторую недостающую. По рисунку 3 воздушные, столбик без накида в арку, опять 3 воздушные. Выполняем нашу недостающую группу сюда в эту арку из 3 столбиков с одним накидом с общей вершины. Теперь вот эту арку, которая у нас по идее должна быть из 3 петель, мы заменяем 1 воздушная, накид, и в вершину самой первой группы выполняем полустолбик с одним накидом. То есть вот вытащили, и теперь сразу сейчас через все эти 3 протягиваем накид, петля, и сразу через все 3 протянули. Все. Таким образом наш 108 ряд завершен. Теперь приступаем к 109 ряду. Это ряд у нас последний. Выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом не завершенный. Накид, и сразу вот в эту большую арку из 12 воздушных петель выполняем столбик с одним накидом. Вот так, незавершенный. 2 петли теперь провязываем вместе. То есть по идее мы выполнили сейчас 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Один вот в эту арку, в арку группы, и второй уже в большую арку. Теперь в эту же арку вяжем 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Пико из 3 воздушных петель. Раз, два, 3. И теперь в первую петлю после столбика, то есть третью от крючка, выполняем соединительную. Теперь опять в эту арку 3 столбика с одним накидом. Раз, два и третий столбик. То есть получается, как будто в арке мы сделали. У нас здесь столбик с общей вершиной, но по сути в арке у нас 3 столбика, пико, 3 столбика, теперь опять пико. Раз, два, 3. И вот в третью петлю от крючка выполняем соединительную. Получается пико. Опять 3 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. Раз, два, 3. Опять делаем пико. Раз, два, 3 воздушные петли и соединяемся в третью петлю от крючка соединительной петлей. Теперь выполняем раз столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом, и теперь третий столбик мы выполняем незавершенный, накид, и в эту арку сразу, которая у нас между групп, в нее выполняем также столбик с одним накидом незавершенный. У нас 3 петли, теперь все вместе провязываем. То есть вот что у нас получается. То есть у нас в этих арках 12 воздушных петель вот так идет 3 пико. И везде между пико у нас по 3 столбика. 3 столбика пико, 3 столбика пико, 3 столбика пико и, грубо говоря, 3 столбика. То есть он здесь с общей вершиной. Далее выполняем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Теперь выполняем еще 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. И теперь в третью петлю, нет, не в третью, в четвертую петлю от начала, в четвертую, вот, раз, два, 3, раз, два, 3, и в четвертую соединяемся соединительной петлей. То есть мы сделали 3 воздушные петли и пико из 5 воздушных петель. Теперь делаем 3 воздушные, раз, два, 3,
И выполняем вот в эти арки, которые после групп у нас были. Вот они группы. И вот эти две арки, между ними столбик без накида. И в эти две арки выполняем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. В первую арку незавершенный столбик с одним накидом. Опять накид в следующую арку. Столбик с одним накидом незавершенный. Теперь провязываем все вместе. Теперь опять 3 воздушные. 1, 2, 3. Теперь делаем пико из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь отсчитываем четвертую петлю. 1, 2, 3, 4. И в нее выполняем соединительную. Теперь опять 3. 1, 2, 3. И здесь уже выполняем столбик с одним накидом с общей вершиной. Накид в эту в следующую арку. Столбик с одним накидом незавершенный. Накид. И уже в большую арку. Столбик с одним накидом незавершенный. 3 петли провязываем вместе. То есть вот смотрите, что у нас получается. Здесь у нас вот эти наши столбики. 3 столбика, пико, 3 столбика, пико, 3 столбика, пико, 3 столбика. Ну, точнее, 2 столбика и с общей вершиной. А в этом месте вот как у нас идет. То есть вот с общей вершиной соединяется в арку между группами. 3 петли. Пико из 5 воздушных петель. Опять 3 петли. В арку, где у нас столбик без накида был, в эти две арки, у нас идет 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Опять 3 воздушные. Пико из 5 воздушных петель. 3 воздушные. И уже в эту арку столбик с одним накидом с общей вершиной. И в арку 12 воздушных петель. Также столбик с одним накидом незавершенный. Общая вершина. Все, теперь в эту же арку, в большую, мы выполняем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Теперь пико. 1, 2, 3. И в третью петлю от крючка выполняем пико. Теперь 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Пико. 1, 2, 3. Опять 3 столбика. 1, 2, 3. Опять пико. 1, 2, 3. Соединительный столбик. Опять. Здесь у нас 2 столбика. 1, 2. То есть вот у нас 3 пико получается внутри этой арки. Выполнили 2 столбика. Теперь накид. Третий столбик мы выполняем незавершенный. Незавершенный. Накид. И незавершенный теперь в арку между группами. 3 петли провязываем вместе. Теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. Теперь пико из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот я ее пальцем придерживал, эту петлю. Опять 1, 2, 3. Вот в эти две арки. То есть в этой арке мы уже есть. Теперь вот здесь накид и выполняем 2 столбика с одним накидом с общей вершины.
Теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. Еще 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пико из 5 воздушных петель. 1, 2, 3. И уже в следующую между группами арку выполняем столбик с одним накидом незавершенный. В следующую арку столбик с одним накидом незавершенный. 3 петли на крючке вместе. И теперь сюда у нас идут наши вот эти столбики. То есть вот такой у нас получается раппорт, такая обвязка. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот я провязал наш 109 последний ряд до конца. Вот у меня последняя арка выполнил вот эти наши штуки, все последние пико из 5 воздушных петель, по 3 петли здесь, 2 столбика с одним накидом с общей вершиной, опять 3 петли, пико из 5 петель, опять 3 петли, и все, я подошел к самому началу ряда. Вот у нас в начале был наш первый столбик в большую арку и самые первые 2 воздушные петли подъема. То есть как будто у нас здесь 2 столбика. И теперь просто в эту вершину вот этого первого столбика я соединяюсь соединительной петлей. Все, на этом наше вязание закончилось. Теперь я обрезаю нить. Вот мой моток последний. Вот я из центра брал. Ну, еще много осталось здесь. Так, теперь я сейчас еще раз просто продублирую одну соединительную в следующий столбик. Теперь вытаскиваю нить. Все, она никуда не денется. Это невозможно теперь распустить, потому что нить с этой стороны, да, если за нее тянуть, вы только будете сильнее затягивать, но не распустится. Теперь беру в следующий столбик, вставляю крючок спереду назад и протягиваю нашу нить сюда. Теперь та петля, из которой нить выходит, вот она здесь, и пошла туда. Я с самого низу вставляю крючок не сверху в петлю, а снизу. Ну, нить тонкая, здесь не очень удобно, но можно все сделать. Тем более я уже затяну. Все, вот вставил. Теперь беру эту нить и протягиваю в эту петлю. То есть что у меня здесь получается? То есть косичка идет, косичка, косичка, все. То есть по рисунку просто косичка. Ну, в скатерти в огромной с тонкими нитками это особо не видно. Это если потолще пряжа, что-то, какие-то изделия, ну, все равно. Все. Теперь сзади опять я вставляю крючок просто между столбиками, продеваю нашу нить туда-назад. Вот что у меня сзади. Теперь я ее просто вокруг столбиков, вокруг петель, вы как угодно, здесь уже не принципиально. Никуда эта петля не денется, нить никуда не денется. Просто протягиваем ее куда-нибудь. И здесь я ее сейчас, ну я ее уже здесь и так располовинил нечаянно, но ничего страшного. Все, я просто в одну какую-нибудь петлю располовиниваю свою нить, половинку сюда, половинка здесь у меня остается. И просто я ее сейчас здесь на 2 узла завяжу. Аккуратно, чтобы нить не оборвалась. Ну, может, это у меня такая нить. Вот, видите, она очень такая. Когда ее раздербаниваешь, она у меня вся. Все, вот раз узелок. И второй, если получится.
аккуратно. Все, да. Завязали на 2 узла. И теперь вот это волшебство я беру и вот так рядом с узелком обрезаю. Все. Вот, ничего не видно. Ну, есть узелочек здесь, но у нас скатерть 1,5 метровая, но это не точно, я еще не измерял. Все, вот таким образом провязали весь ряд, закончили нашу скатерть. Итак, вот мы связали нашу скатерть, заправили хвостики, обрезали нить. Все, теперь вы спросите, что же с ней делать. Я показываю, что с ней сделал я. Вот, я ее достал только что из стиральной машинки. Я не стирал ее ни руками, ни просто полоскал. Я просто бросил ее в стиральную машинку на самый короткий режим. В моей машине это 19 минут. На самый низкий уровень воды и просто ее постирал. Добавил совсем чуть-чуть, пол чайной ложки порошка, может быть 1 чайную ложку. Вообще чуть-чуть. И чуть-чуть кондиционера. Все. Вот она у меня постиралась, ничего она у меня не искривилась, ничего с ней не случилось. Я чего сразу стирал в стиральной машине, потому что большие скатерти я уже стирал, у меня уже есть, ничего с ними не случается. Поэтому я даже без страха ее сразу засунул в стиральную машинку и постирал. Так, теперь блокировать я ее, естественно, не буду, потому что столько иголок, наверное, не существует во всем мире, чтобы все это дело заблокировать. Хотя я видел то, что люди, некоторые мастера, блокируют скатерти. Во-первых, это сколько времени и сил нужно потратить, чтобы все вот это дело растянуть и заблокировать, чтобы все это было красиво. Во-вторых, на чем это все блокировать, я не знаю, то сколько нужно, может быть, склеивать листов пенополистирола, пенопласта. Я думаю, у меня есть 2 старых матраса дома. Я думал, может быть, эти 2 матраса полуторки, может быть, их вместе просто положить, сверху постелить какое-нибудь одеяло или какую-то простынь плотную или плед какой-то и сверху уже заблокировать. Но потом думаю, ну смысл мне это блокировать, все, у меня столько иголок нет, и я не буду столько покупать, и зачем все это нужно. Предыдущие скатерти я все просто гладил утюгом, и все великолепно у меня. Тем более сейчас она мокрая, естественно, она тяжелее. Но она не прям мокрая, она в стиральной машинке-то отожмалась хорошо, влажная. Все равно она тяжелее. Поэтому что я буду сейчас делать? Я ее прям на весу вот так возьму. Но здесь у меня сейчас нет этого расстояния, она на столе лежит. Она под собственным весом у меня все равно оттянется. Я ее буду вот так немножечко делать. Единственное, что я руками, ну, придется постараться, немножечко времени потратить. Я просто вот эти крайние пико вот так сейчас вытяну. Или также просто их сейчас за них вот так буду, и она под собственным весом вниз подрастянется чуть-чуть. Прям вот так ее буду делать. Но это уже не над столом, столько места нет. Она большая все-таки. И все. Чуть-чуть я ее так подрастяну и уже просто поглажу ее утюгом. Утюгом буду гладить через просто тонкую простынь. Марли у меня нет, я возьму просто тонкую хлопковую простынь и через нее поглажу. Вот и в принципе все. Гладить я буду даже не на гладильной доске, а на самом столе. У меня круглый большой стол, и на нем я буду гладить эту скатерть. Все вот, в принципе, и весь мой способ, весь мой секрет, если это можно даже секретом назвать, как делаю я. Если вдруг вы знаете какие-то способы, пожалуйста, делитесь со мной в комментариях, я учту и в дальнейшем, может быть, буду тоже так делать. Хотя не знаю, в принципе, тут особо военного ничего нет. Но все равно очень многим интересно. Есть мастера, которые просто только что включили нечаянно, может быть, даже это мое видео или что-то другое, и решили связать. Лично у меня точно так же и было. Самую первую свою работу я связал огромную скатерть в 1,5 метра, при том, что я только что начал вязать. Потому что такие скатерти вяжутся легко и долго, и поэтому у вас нарабатывается какой-то опыт. Поэтому вот будет очень полезно. Вот в принципе и все. Спасибо большое за просмотр, что были со мной. Я думаю, что у всех все получилось. И теперь у каждого будет такая скатерть. Можете оставить себе, подарить. Это просто шикарный подарок на века. Также можно продавать такие скатерти. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Instagram. Там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд. До скорого.